Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о самых распространенных утеплителях и их применении. Выбрал топ-5 утеплителей по двум соображениям. Первый критерий – это те утеплители, которые вы чаще всего будете встречать на прилавках строймаркетов. К ним относятся базальтовая вата и вспененный и экструдированный пенополистирол. И также выбрал пеностекло и перлит, потому что сам достаточно часто использую эти материалы. И думаю, что с такой же вероятностью, с большой вероятностью, с этими материалами сейчас или позже будете сталкиваться и вы тоже. Сразу делаем сноску, что, конечно, есть и другие виды теплоизоляционных материалов. О них мы будем делать отдельные обзоры. И о них мы, в общем, поговорим еще в конце выпуска. А сейчас предлагаю один за другим обсудить материалы и места их применения. И еще одна сноска, это то, что мы не сравниваем сегодня материалы между собой. То есть у нас не будет такого строительного батла утеплителей. И, как вы видите, я закрыл производителей. Да? То есть мы не обсуждаем на канале производителей, по крайней мере в этом выпуске мы не будем этого делать. И больше того, некоторая упаковка, она достаточно оригинальная, и те, кто работает с утеплителями, достаточно часто узнают производителей. Но выбор данных производителей именно для этого выпуска не означает, что я рекомендую или не рекомендую их к использованию. Исключительно для образца взяты разные материалы. Итак, пойдем по порядку и для начала обсудим вспененный пенополистирол. Материал очень известный, очень распространенный, популярный среди частных застройщиков, среди строителей. Популярности этому материалу придают, во-первых, его стоимость. Это самый недорогой из всех, скажем, материалов, которые вы видите здесь. Теплоизолятор. Больше того, он очень удобный в использовании, очень легко режется, обрабатывается, можно делать фигурные элементы и так дальше. Вот здесь специально два образца. Первый образец, и данный образец, это 25-я марка, которую очень любят строители, фасадчики, и используют эту марку для утепления фасадов. У нас, если помните, был уже выпуск о том, где я рассказывал, на чем обманывают производители пенополистирола и как выбрать правильный материал, если вы уже и решили использовать его для утепления своего дома. И данный образец, это абсолютно, давайте сблизи покажу, данный образец, он абсолютно непригоден. Хоть его и советуют, и часто используют строители, видите, это очень низкая плотность. Как губка, большие шарики, нет спрессовки, большая воздухопроницаемость этого материала. Его единственным плюсом для многих является стоимость. То есть это некачественный материал, очень мало исходного материала использовано для производства, соответственно, цена. Но где использовать такой пенопласт? Его нужно использовать нигде. Его нужно просто взять и выбросить, забыть о нем раз и навсегда. Он не пригоден ни для каких конструкций в рамках строительства дома или других вспомогательных строений на участке. Что касается вспененного пенопласта более высокой марки, говорил, что вам нужно выбирать марку М35, в которой будет реальная плотность, всегда реальная плотность будет ниже, чем заявленная. Вам нужно М35 с реальной плотностью 27-30. Это нормальная плотность, которую вы можете использовать. Где использовать такой материал? Его нужно использовать только для утепления стен. Причем, обращаю внимание, из-за того, что материал паронепроницаем. Здесь хотел бы, опять, я думаю, что мы снимем выпуск, есть заблуждение касательно того, что пенополистирол паропроницаем, его сравнивают с паропроницаемостью дерева, что абсолютно несуразно и несерьезно. Добротный, качественно уплотненный пенополистирол, он, если паропроницаем, то очень-очень незначительно. И его можно рассматривать как паронепроницаемый материал. И таким образом критично важно в случае использования данного материала подобрать правильную толщину
утеплителя для того, чтобы исключить намокание стены в принципе в зимнее время. Потому что если у вас плюс в доме, минус на улице, у вас пар движется по направлению от тепла к холоду, и, соответственно, сквозь конструкцию стены проходя, он может встретиться с паронепроницаемым материалом и, соответственно, может начать образовываться конденсат вот на зоне примыкания утеплителя и стены. Соответственно, вам нужно выбрать толщину, при которой точка росы, вот точка образования конденсата будет находиться в утеплителе. Таким образом, вы минимизируете вот риск образования конденсата. Больше того, обращаю внимание, что в местах примыкания к горючим конструкциям, в местах примыкания к оконным дверным проемам, вам данный материал, несмотря на то, что у вас там будет достаточная толщина утепления, вам все равно нужно менять его на паропропускной утеплитель, о котором есть разные виды, и о некоторых из них мы сегодня с вами поговорим. Итак, резюмируем. Данный утеплитель пригоден при качественной плотности и качественной толщине утепления, пригоден только для утепления стен. По крайней мере, это то применение, которое не часто, но все-таки я использовал, сейчас меньше, но это абсолютно будет как бы рабочим вариантом. И в который раз обращаю внимание, что нужно предусматривать подготовку под утепление для того, чтобы наносить, приклеивать лист всплошную через гребенку по полной площади листа, а не на липухи или липухи и периметр. Итак, идем дальше. У нас с вами экструдированный пенополистирол. Это более дорогой по стоимости материал, более качественный в определенном значении. Использование данного типа материала ограничено утеплением фундаментов, отмосток там, где это рационально, и также утеплением монолитных конструкций. Вот. А в остальном, например, в утеплении деревянных конструкций, сюда можно отнести любые конструкции каркасного дома, деревянные конструкции каркасного дома, чердачное перекрытие, утепление по стропильной части, это в случае вот выполнения мансардных этажей. Вот такой утеплитель, он не пригоден. Он не пригоден по ряду причин, о которых мы еще поговорим детально в этом выпуске, но самое главное это то, что этот утеплитель абсолютно паронепроницаем, это то, что этот утеплитель абсолютно горюч, и в частности его использование внутри дома тоже ограничено только, скажем, в тех конструкциях, где вы его полностью закрываете, например, стяжкой. То есть под утепление полов, например, вы можете использовать. Причем я рекомендую его использовать только как один из вариантов под утепление именно перекрытия фундамента, а не перекрытия межэтажного. Потому что с точки зрения ударной звукоизоляции этот материал очень плохой и очень шумный. И также не забывайте о том, что экструдированный пенополистирол с удовольствием грызут пчелы, муравьи, мыши, всякие жучки-паучки. Поэтому если вы его используете для утепления фундамента и отмостки, его нужно использовать, вот принимая это во внимание и обеспечивая соответствующую защиту от проникновения всевозможной живности в плоскость утеплителя. То же самое в принципе касается и вспененного пенополистирола, и в частности защиты от проникновения мышей, птиц, муравьев и прочей живности в плоскость утеплителя, когда он используется на фасаде. Очень сложно. Встречал такие случаи, я думаю, с ними сталкивались, может быть, вы слышали о таких, когда заводилась живность в стенах, в фасадах, и вывести эту живность очень сложно. Поэтому не забываем о физической защите утеплителя. И что объединяет также эти два утеплителя, это то, что они абсолютно непригодны для использования в вентилируемых конструкциях. То есть вент-фасады, многослойные стены, например, каменная стена, утеплитель плюс облицовка кирпичом, когда остается вент-зазор, это тоже вент-конструкция, вот такие утеплители никоим образом нельзя использовать. По этой же причине горючести, опять-таки, возвращаемся к тому, что нельзя использовать вместе с деревянными конструкциями в утеплении, особенно мансардных крыш, чердачных перекрытий, да в принципе любых деревянных конструкций. Следующий материал, пеностекло. В руки не беру, потому что очень цепкий,
очень специфический материал. Область применения пеностекла — это паронепроницаемая по сути конструкции дома. Сюда мы относим утепление цокольной части, в принципе утепление фундамента, утепление отмостки, опять-таки где это необходимо, потому что часто утепляют отмостку, просто тратя деньги, никакого эффекта не получая при этом. И также можно использовать как утеплитель в полах. Причем здесь стоит отметить, что есть разновидность пеностекла. Вот классическое рядовое пеностекло — это паронепроницаемый материал. Вот, и по этой причине, например, его также нельзя использовать в деревянных конструкциях, и его нельзя использовать на фасадах. Особенно это касается утепления фасадов с последующей отделкой по принципу мокрого фасада. Почему? Потому что фасады просто потрещат. В принципе, как это и происходит вместе тоже и с экструдированным пенополистиролом. Вот об этом уже был выпуск, да, что фасады трещат из-за линейного расширения утеплителя на перепаде зима-лето. Вот утеплитель гораздо больше расширяется и сжимается, чем штукатурный слой и даже базоармирующий слой вместе с сеткой, и поэтому фасады трещат. Больше того, проблемными будут зоны стыков, примыканий. Вот, поэтому на фасаде я его не использую, вам не рекомендую. Есть разновидности пеностекла. Вот рядовой, как сказал, материал, он качественный, да, изначально, который производится производителем, он паронепроницаемый. Но при производстве иногда получается пережиг материала, и гранулы, ну вот ячейки, закрытые ячейки пеностекла, они лопаются. И в результате получается как бы паронепроницаемый материал, но с паропроницаемой структурой, из-за того, что получаются по сути такие микротрещины. Материал падает в цене, это уже не кондиция, и его можно купить по стоимости где-то схожей уже между обычным пенопластом и экструдированным. И, соответственно, вот если вы у производителя, не всегда бывает этот материал, потому что это не кондиция, но если вы сможете перехватить, то это хороший вариант, чтобы утеплить, например, цоколь или сделать подготовку утепления под последующее выполнение там, стяжки полов. И есть еще гранулы, не гранулы, а скорее это правильнее будет назвать бой пеностекла. Вот это опять-таки некондиционный материал, который ломается. Материал очень хрупкий, обращайте на это внимание и на участке, и при доставке. Договаривайтесь с поставщиком, что будете принимать не битое пеностекло. Вот, но на производстве очень много боя, и, соответственно, продают вот этот бой. Используют его в основном, сам не использую, но правильное его использование будет только для выполнения каких-то легких стяжек, для того, чтобы улучшить теплоизоляцию вот, каких-то стяжек. Как в качестве засыпного утеплителя, например, в конструкцию каменная стена, облицовочный кирпич и между ними засыпной, вот бой пеностекла не подходит, потому что он будет полностью продуваемый, и никакой пользы от такого утепления в принципе вы не получите. Следующий утеплитель — это у нас базальт, базальтовая вата. По сути, это минераловатный утеплитель. Это уже как бы следующий шаг после стекловаты, которая там была еще популярна, достаточно популярна лет 20 тому назад. Сейчас есть модификации уже современные стекловаты. Базальт, основа горная порода, но не обольщайтесь. Материал, как и предыдущие, вот как и пенопласт, да в принципе пеностекло не стопроцентно экологично, но, например, в сравнении вот этих материалов, то пеностекло, конечно же, выигрывает, да и выигрывает в принципе перед базальтом. Но область применения, как мы сказали, вот пеностекла очень ограничена. Что касается базальта, несмотря на то, что в основе горная порода, очень много добавок, очень много присадок для того, чтобы сделать, скажем, качество утеплителя ровным по всей партии. Вот, и, соответственно, сразу обращаю внимание, что материал не экологичен, и об этом был выпуск, чтобы не было каких-то грез и надежд. Используется, но благодаря тому, что данный материал выпускается в самых разных плотностях,
типа размерах и форматах, то есть как плитный, так и в рулонах, материал имеет достаточно широкое применение. Во-первых, смотрите, цвет желтый, серый, коричневый. Цвет ни о чем не говорит. Цвет это, по сути, исходный материал, и не на какие-то там особые качества потребительские, не на экологичность цвет не влияет. Рулонный утеплитель. Рулонный утеплитель я вам рекомендую использовать только для утепления чердачного перекрытия. Все. Других применений нет, потому что плотность очень маленькая. Если, например, вы будете использовать его в, там, скажем, в вент-фасадах или в скатных конструкциях мансардной кровли, он будет очень оседать. И, соответственно, это неправильно. Его плотность незначительная, то есть его только можно раскатывать. И в этом его где-то есть плюс, потому что в раскатке нет стыков и, соответственно, меньше стыков, потому что все равно вам нужно рулоны набирать, чтобы перекрыть все перекрытие, но тем не менее стыков будет меньше, чем при утеплении плитным. Поэтому это только для утепления чердачных деревянных перекрытий и только в четкой горизонтали. Следующее это плитные. Плитные утеплители тоже производители выпускают разной плотности, и соответственно их применение подходит для утепления опять-таки горизонтальных конструкций чердачных перекрытий, в том числе мансардное утепление тоже возможно данным утеплителем. Его можно использовать для утепления каркасных домов, деревянных конструкций. То есть этот утеплитель имеет определенную возможность по сравнению с тремя предыдущими быть использованным вместе с деревянными конструкциями. И фасадный утеплитель тоже есть разброс по плотности в зависимости от того, вы будете использовать его под вент-фасад или под систему мокрого фасада. Опять-таки, как выбирать плотность, на что обращать внимание, был отдельный выпуск по базальту. Как и советом при использовании пенополистирола, не забывайте о том, что при утеплении фасадов необходимо обязательно выполнять подготовку для того, чтобы утеплитель приклеивался всплошную к стене. И последний утеплитель из топовой пятерки, которую мы сегодня рассматриваем, это перлит. Очень широкое применение. Я, честно, не знаю, почему так плохо развит перлит в частном строительстве. Я догадываюсь, причина в том, что многие строители, будь то бригада, будь то строительная компания, не любят, скажем, утеплители, с которыми нужно работать аккуратно, внимательно, понимать специфику, что ли. Потому что, например, если вы используете пенополистирол, очень удобный в применении, прикрепили, забыли, замазали, клиенту показали внешнюю картинку, а что там за стеной уже не интересует. То есть утеплитель, по крайней мере, там лет 5-10 будет стоять, что потом фасады идут кривые, особенно при использовании этого такого утеплителя, он очень это вообще ужасный утеплитель, и фасады такие, да в принципе это проблема всех пенопластов, то, что фасады идут волнами, это хорошо видно, если светить фонариком вечером при боковом освещении, или когда солнце падает косо, но об этом мы еще будем говорить тоже отдельно, я покажу примеры таких домов, где его сам часто применяю. Во-первых, как засыпной утеплитель в конструкциях стен. Многослойная стена, где у нас идет каменная стена плюс облицовочный кирпич, утеплителем может быть засыпной перлит. Здесь можно было бы также поставить рядом мешок вермикулита. Они по своим качествам абсолютно идентичны, за малым исключением, которое абсолютно никак не влияет на потребительские качества для вашего дома и вас. Причем здесь два мешка взял. Давайте покажу вблизи. Если вы посмотрите, то по сути невооруженным взглядом абсолютно идентичный материал, но причем хочу отметить, что один перлит можно использовать для утепления стен, второй перлит нельзя использовать для утепления стен, и он уже больше идет для утепления чердачных перекрытий. Это еще один из, так скажем, распространенных вариантов. Но причем очень специфических вариантов, и о нем я обязательно буду снимать выпуск.
Также перлит часто используют для приготовления более легких растворов, для оштукатуривания стен, для подготовки стен под утепление. Также для того, чтобы использовать более легкий кладочный раствор, особенно при использовании, там, например, при строительстве стен из блочных материалов, когда нужно сделать более легкий раствор, когда в блоках есть щели, чтобы раствор был более пластичным и менее тяжелым, чтобы он не проваливался в щели. Также можно использовать его, но вот здесь, смотрите, есть еще разновидности перлита, когда вы покупаете уже готовые строительные смеси, в которых присутствует перлит. К ним можно отнести теплые штукатурки, но вот здесь обращаю внимание, что, например, из тех, например, теплых штукатурок, которые представлены на нашем рынке, есть те, которые более-менее можно отнести к теплым штукатуркам, хотя не нужно верить вот той рекламной информации, что там 2 сантиметра это теплые штукатурки и все, и вы забыли о теплоизоляции стен. Конечно, это неправда. Но о чем хотел сказать, это о том, что иногда бывает так, что производитель называет это все теплой штукатуркой, хотя процентное соотношение перлита в самой строительной смеси очень незначительная. И штукатурка, по сути, смело может относиться к такой тяжелой, по сути, штукатурке, но уже с ценником легкой штукатурки. Также есть готовая строительная смесь, в которой используется перлит, и смесь предназначена для утепления полов. Вот когда вам нужно, по сути, заменить пеностекло или экструдированный пенополистирол вот, для утепления, там, например, перекрытия фундамента. Тоже есть специфика в использовании такого вида утеплителя. Опять будем снимать отдельный выпуск по перлиту. Пока что давайте остановимся на двух самых распространенных вариантах использования перлита. Это для утепления стен и утепления чердачных горизонтальных перекрытий. Его нельзя использовать в перекрытиях, например, в утеплении мансардного этажа, когда есть наклонная плоскость. Где еще нельзя, например, использовать перлит, это в конструкциях для утепления фундамента, отмостки, вот в подобных конструкциях. В равной степени нельзя использовать и базальтовую вату для утепления фундамента, отмостки, опять-таки конструкции, где утеплитель будет подвергаться воздействию или прямой воды, или грунтовой влаги. Что касается других видов утеплителей, которых сейчас развелось достаточно много, это там, давайте возьмем целлюлозные утеплители, давайте возьмем пенополиуретан, утеплитель ПИР и подобное, то это очень нишевые утеплители, они недоступны, скажем так, на полках строймаркетов, они доступны только от, скажем, прямых производителей или дилеров, то есть тех, кто занимается утеплением и, соответственно, продвигает данный материал. Те материалы мы сегодня не рассматриваем, потому что, во-первых, по эковате и по пенополиуретану у нас уже был выпуск ПИР, это по сути тоже пенополиуретан, немножко с другими качествами, но ничего там более хорошего, скажем, вы не найдете, и так дальше. И те утеплители, у них очень нишевое такое использование, и у них очень много неправдивой рекламы, и я думаю, что какого-то там прорыва в частном домостроении эти утеплители не найдут. И, конечно, не нужно забывать еще об одной очень большой такой группе теплоизоляторов. Это натуральные органические утеплители, которые, как правило, не производятся на потоке, нет заводов по производству таких утеплителей, но тем не менее сюда мы отнесем костру льна, сюда мы отнесем легкий саман, легкий камышит, опилки, модификации всевозможные, использование глины в том числе, извести вместе с этими материалами. У нас по данным утеплителям будет отдельная серия выпусков, в которой я покажу, где сам использую, не все, но часть этих утеплителей, где вы можете использовать частично эти утеплители у себя дома беспроблемно, что на этапе строительства, что даже после того, как дом построен. Вот. А пока что жду ваши комментарии, жду ваши ответы. Резюмируя сегодняшний выпуск, хочу сказать, что нет идеального утеплителя. Есть утеплители, которые
более пригодны, чем аналоги, чем аналогичные утеплители в конкретных случаях, в конкретных конструкциях. Именно так вы должны относиться к каждому утеплителю, то есть у вас есть конкретная конструкция дома, конкретные условия эксплуатации дома или другого строения на участке, и вы, соответственно, учитывая качество каждого из утеплителей, учитывая то, кто будет утеплять, как будет утеплять и насколько вы готовы предусмотреть все нюансы, связанные с конкретным утеплителем при строительстве своего дома, вот тогда вы должны принимать конкретное решение, использовать данный материал или нет. На сегодня все. Желаю всем удачи, будьте бдительны, объективно принимайте решения при строительстве своего дома. Как обычно, желаю вам всем удачи, хорошего летнего настроения. Скоро увидимся. Пока.